Мы встретились с ней случайно, но жизни друг без друга уже не представляли. Это была настоящая любовь с первого взгляда, но эта любовь была мне немного маловата по размеру, но расстаться с ней я уже не мог. Таких красавиц из желтого металла много томится в ожидании своего принца на прилавках хозяйственных магазинов. Отлично! И стоит она всего 21 рубль. Я еще не знал, что буду с ней делать дома, но решил крепко зажать ее стройную фигуру тисками и попробовать расточить ее полдюймовую резьбу под свой размер. Для начала я взял напильник в надежде, что гайка мягкая и я быстро с ней справлюсь, но потом мне стало скучно и я решил продолжать расточку с помощью своего электрического помощника. Дело спорилось, и я оставил на тисках целую гору бронзовой стружки. Качество и скорость шлифовки меня полностью устроило, и я решил еще раз примерить свою гостью, чтобы не проскочить с размером. Теперь нужно скруглить все острые грани, я отметил их маркером и стал потихоньку опиливать по кругу на самом обычном точиле. Занятие это увлекательное и вовсе не сложное, главное теперь следить за внутренним диаметром и стачивать лишний металл по кругу плавно, без рывков. Форму для кольца я выбрал самую простую, с прямыми линиями, и такую точно сможет повторить любой школьник на уроках труда. После грубой обточки металл необходимо отшлифовать на водостойкой наждачной бумаге с зернистостью 240 и 600 единиц. Вода не позволяет бумаге забиваться опилками, и она практически не будет изнашиваться, ведь бронза – металл мягкий, а подложить под бумагу лучше всего толстое стекло или, например, ровную разделочную доску, а наждачную бумагу лучше взять автомобильную, у нее самое крепкое и стабильное зерно. Отлично, внутренний диаметр меня полностью устраивает, а вот над внешней красотой еще предстоит поработать. А окончательный блеск кольцу придаст войлочный круг с нанесенной на него пастой Гои. Полировка – это финишная стадия обработки металла, и если вы где-то наделали ям и борозд, полировка непременно их покажет. И тогда нужно будет вернуться на одну операцию назад к наждачной бумаге, а потом уже снова переходить к полировке. Мой любимый цвет. Мой любимый размер. Хорошо, что я встретил эту идею в хозяйственном, а не в ювелирном магазине. Но это еще не конец истории. Сейчас я расскажу вам продолжение. Посмотрев внимательно на свои запасы, удивительно, но у меня оказалась еще одна похожая гайка. Она отличается как по своим размерам, так и по составу металла. Хотя по внешнему виду она мне тоже понравилась. Как вы думаете, куда можно накрутить вот такой размерчик? Ведь не могу же я позволить такой красавице просто лежать среди горы инструмента без дела. Сделать очередное кольцо, но она слишком большая для моих пальцев. Идейка у меня, конечно, уже есть, а свои предложения, куда можно накрутить такую гайку, можете смело оставлять в комментариях. А как только это видео наберет 1000 комментариев, то сразу же ищите на моем канале ролик, что я сделал с этой гайкой. И огромное спасибо, друзья, за ваши лайки и плюсики в комментариях.